Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, зима 2023-2024 года. Месяца декабрь, январь, февраль. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. У нас сегодня две колоды. Колода добра, Колет Барон Рид, и колода Таро Истока. Вот давайте уточним, что же нам подскажут карты. Конечно, будем реалистами, всегда об этом говорю, потому что общий прогноз, больше мы его рассматриваем с позиции позитивной психологии, но он не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я надеюсь, что мы, дорогие тельцы, с вами проведем приятное время, и каким-то образом видео вам будет полезно в том плане, что вы сможете просчитать на пару шагов вперед, может быть, события в вашей жизни, или принять как альтернативный вариант развития событий в вашей жизни, поскольку жизнь, она не бывает всегда полностью предсказуема. Итак, давайте перейдем к нашему раскладу, и мы достанем на колоде добра, я ее уже подготовила, 3 карты. Это будет соответствовать месяцам: декабрь 23 года, январь 24 и февраль. Каковы энергии? И на колоде Таро Истока по основным сферам жизни мы с вами достанем карты. В целом посмотрим энергии, да, дела, работа, бизнес, любые дела. Тут и документы, даже если вы дома находитесь, то есть, ну, в целом, вот какие-то же дела или чем-то же вы все равно занимаетесь, правда, что-то же вы делаете. Финансы, посмотрим опять же энергию, что у нас на зимний период. Давайте достанем карту личной жизни, а потом дополним. Неожиданности. Что нас может неожиданно подстерегать? Ну, раз уж у нас неожиданности или неожиданные события, давайте приятности достанем. Что будет радовать? И достанем совет от карт, подведем итог. Итак, давайте будем смотреть, что же у нас в декабре. Можно дальше не смотреть, мои дорогие. Наверное, где-то декабрь месяц для вас будет в целом на всю зиму задавать тон императрица, ваше благополучие. От начала и до конца. И здесь нет мелочей. Начиная от ваших идей, которые должны быть реализованы. У вас, по крайней мере, прекрасный потенциал. Это новое «я», вот по этой колоде добра. Это то, что вы всегда хотели, но, может быть, все никак не решались к чему-то приступить. У кого-то это может проиграться, безусловно, в личной жизни. У кого-то, девушки, мои дорогие женщины, это может быть и беременность, почему и нет. У кого-то вступление в брак или решение ваших семейных вопросов. Это всегда статусная карта, для кого-то она может говорить изменение статуса, допустим, не только через личную жизнь или финансовую составляющую вашего бизнеса, как, например, еще и получение должности. Если вы занимаете какой-то пост или хотели бы еще выше занять, вот здесь вот это тоже через статус вполне вероятно сбываются наши мечты. У императрицы все рассчитано, подсчитано, у нее все лежит как-то по полочкам. И все же, это карта власти, мои дорогие тельцы. И неважно, может быть, меня мужчины смотрят, но это просто энергии более мягкие, не такие, как у императора. Император, ну, он так не очень склонен со всеми договариваться, а императрица, она обойдет все острые углы. Она умеет, ну, правильно найти подход практически ко всем. Для нее не имеет значения, на какой ступени иерархии стоит человек. Она умеет видеть вопросы, дела, события такими, какие они есть по факту. Не случайно ближе всего к нашему благополучию, к нашей земной жизни. Какую сферу жизни, мои дорогие тельцы, не возьми, все со знаком плюс. И это на всю зиму. Прекрасная карта начинается с этого декабря. Где-то это прообраз, можно сказать, и вас, мои дорогие. Это ваша карта, поэтому
все, что вы хотите. Уже за зиму, как будто, ну, даже если мы, допустим, да, на 100% редко мы получаем, когда, ну, полное какое-то воодушевление. Но сам по себе процесс того, что лед тронулся, словно, да, как у классика, или я сейчас могу многое осуществить, сейчас многое в моих силах, я правильно мыслю, я правильно вижу обстановку, я правильно могу оценить какие-то события, обстоятельства. В целом вам где-то и дополняет вдохновением, вас наполняет, точнее, так, с другой стороны, и придает уверенности. Хорошо, давайте мы что же в январе? Две очень красивые карты, мои дорогие тельцы. Реалисты, как и императрица, да, такая, мне очень нравится этот фон, он такой чуть-чуть терракотовый и солнечно-золотистый, и колесо фортуны как будто вторит. В этой карте, вы знаете, это больше с позиции, точнее в этой колоде карт, это больше с позиции удачи, добра, каких-то возможностей, не случайных случайностей каких-то, которые нам, опять же, приносят больше радости в жизни. Но не думать, что этот период продлится вечно, и значит точно за зиму какой-то квантовый скачок вам нужно просто сделать. Держать руку на пульсе. Раз, колесо фортуны. У вас вообще два старших аркана. Когда старшие арканы, это нами как будто Вселенная руководит, наши ангелы-хранители. И будет очень важным не идти против как будто течения, а рассмотреть даже, может быть, в каком-то, ну, непредсказуемом варианте развития событий альтернативную, опять же, возможность. Мы держим руку на пульсе и встречаем все то, что приходит на наш порог, и это как будто не случайно. Для чего-то вам будут даны события или люди, которых вы встретите. И вот здесь важно, ну, где-то не подумать так, это незначительно или что-то несущественно, а именно себе задать вопрос, почему данная ситуация сейчас со мной происходит, и как я могу развить, улучшить, что-то сделать для себя в плане хорошо, со знаком плюс, что-то увеличить, опять же, больше с позиции благополучия. Или для чего этот человек в моей жизни появился, почему именно сейчас я столкнулся или столкнулась с таким поворотом событий, значит, что-то меняется, либо будет что-то в последующем меняться. Здесь как будто, правда, на пару шагов вперед быть прозорливым и внимательным очень хорошо. Для чего? Чтобы чего-то не упустить. Поэтому где-то январь будет с месяцем сюрпризов, и надеемся мы сами на себя. Нам придется сохранить свой собственный статус, сохранять наши планы, все то, чем мы уже занимались, может быть, или к чему мы шли, в том, в чем мы уверены. Давайте посмотрим февраль. Восьмерка огня. Идет как по нарастающей. По восьмерке огня, тут, правда, это 8 жезлов. Могут быть те события, словно врывающиеся в нашу жизнь. Это в феврале, знаете, начинается что-то с декабря. Хотя я бы сказала, по императрице тут чаще всего спокойное течение жизни. Но где-то уже ближе к январю или сам по себе январь может нас какая-то вереница, ну, как обстоятельств закрутить. Нам придется учитывать как события вокруг нас, или, может быть, это связано с людьми, в жизни людей, которые нас окружают, близких людей, тоже какие-то события происходят, и для нас это в целом какое-то будет взаимодействие. Но у нас еще на февраль идет восьмерка огня, и это карта, когда мы наращиваем темп, когда вообще нас впереди ждут трансформация, перемены, какие-то счастливые возможности. И когда мы чего-то не можем оставить, правда, на потом, нам придется взаимодействовать абсолютно с любой новостью, с любым человеком. Нет того, что, знаете, незначительно. Если человек, повторяюсь, пришел в нашу жизнь, значит для чего-то. Если мы столкнулись с какой-то даже проблемой, значит это как посыл внешний какой-то для того, чтобы вы что-либо изменили, либо, может быть, кардинально изменили свое вообще направление. Поэтому вы набираете словно обороты уже в плане скорости, в плане самореализации, в плане решения каких-то
проблем, вопросов, которые для вас будут злободневны. И, скорее всего, это будет все касаться, как по карте императрица, ваше благополучие. Поэтому 2024 год, можно сказать, с января у вас уже где-то начнется динамика, мои дорогие. Ладно, давайте мы посмотрим, что же у нас дела, работа, бизнес, шестерка мечей, прекрасная карта. Мы отправляемся к другим берегам. Сама по себе карта называется заслуженного успеха, пусть не в этой колоде, но как будто успех нам уже гарантирован. И здесь у нас показаны люди, которые отплывают на лодке, они даже не оглядываются назад, нам показывают их уже со спины, уже какое-то прошлое не имеет значения. Вот словно и для вас изменения. Знаете, по этой карте идет еще и мудрость, и, видимо, какие-то может быть, мудрые решения, основанные на тех событиях, которые произойдут в декабре, в январе, может быть, и в феврале. У нас же все как по нарастающей идет. Темп только увеличивается. Те вопросы, которые прежде были словно за кадром, скрытые, вы в чем-то не могли расставить все по местам. Вот здесь у вас будет все понятно. У кого-то осуществится буквально переезд, у кого-то поменяется, правда, работа или получение должности. Все то, что я говорила где-то по карте императрицы. А для кого-то будут такие судьбоносные перемены, что вы окажетесь в другом месте. Или вы поменяете сферу деятельности на свое какое-то ремесло. И если вы что-то пробовали до этого времени, здесь вы убедитесь, что да, для меня работа на себя. Или, допустим, построение карьеры. Для вас, знаете как, очень хорошо, когда вы задаете тон. Не когда вы на вторых ролях, а когда вы все-таки на первых. Не быть, может быть, всем хорошим. Тут что-то для вас очень важное будет на первом плане. Хорошо, и причем это уже с успехом. Финансы. Тройка мечей, смотрите, у нас такое стеклянное сердце, да, которое пронзено словно иглами, спицами, но нас это уже не ранит. Вот мы где-то вместо сердца, ну, вот так кусочек льда, и у вас это выпадает на финансы. Значит, о чем нам говорит карта? Вы знаете, конечно, сказать на 100% невозможно, но есть у меня такая мысль, глядя на весь этот расклад, что вы будете делать выводы по поводу трат финансовых и вполне вероятно помощи. Все-таки больше тройка мечей говорит о пережитых каких-то событиях или часто та ситуация, где мы совершили ошибку. Мы вкладывались в человека, мы вкладывались в дело, вкладывались всей душой. Может быть, там жили практически буквально, все мысли были вот о том, чтобы что-то осуществилось. А в результате мы получаем фиаско. И это не просто фиаско, это не просто печальный опыт, но это то, что нас учит. И вот какая-то подобная ситуация, может быть, на начало года, может быть, где-то и на декабрь, у вас словно воскреснуть может. И вы, сделав правильные выводы, вот почему я сказала, сердце уже не болит. По этой карте идет какой-то прежний опыт, которого мы не повторяем. Именно потому не повторяем, потому что прежде мы что-то пропускали через себя, через эмоции, а здесь мы видим ситуацию. И, видимо, по финансам, у нас карта императрицы, нам уже сразу сказали, деньги будут. Но здесь больше вам не захочется тратить деньги, ну, как ни странно, правда, получать подарки, все остальное. По карте императрицы это да. Хотя императрица сама по себе подразумевается, что она дары может раздавать. Но у вас на финансы выпадает тройка мечей, значит, именно в этом году для большинства из вас, я могу предположить, будут те энергии, когда телец 150 раз, наверное, посчитает перед тем, как вложиться в какое-то дело. Или банально сделать кому-то подарок. Может быть, раньше бы сделал подарок там за большую сумму, а теперь вы придете к выводу «нет», знак внимания будет вполне достаточно. И по этой карте нам говорят, старое должно завершиться и уйти. И мы, наверное, должны сделать выводы и какую-то еще раз ошибку финансовую не повторить. Несмотря на то, что вам выпала карта императрицы, и нам говорят, деньги будут. Личная жизнь. Семерка чаш. Вообще, это карта иллюзорного успеха, так вот, если перевести, да, и может какая-либо создаться ситуация, когда вам придется, может быть, придется, или вы будете обдумывать, есть ли смысл пересмотреть, допустим, мои какие-то принципы, постулаты,
чтобы обойти какие-либо острые углы. Согласиться мне с чем-то, продолжать ли мне эти отношения или окончательно расстаться. Словно какой-то вывод вы будете делать, но, по крайней мере, по этой карте, знаете, не захочется словно с чем-то прощаться, не захочется резко рвать. Вот есть такое. Может быть, это и вам самим, а может быть, это как совет. Давайте по одной карте не расскажешь ничего, кроме как, ну, где-то быть более гибким. Давайте мы посмотрим. Для тех, кто в паре или человек семейный. Зима. Что для вас? Сила. Ну, тут вообще... Ну, все прекрасно, правда. Тут вот та императрица, когда мы сумеем со всеми договориться, мы сумеем обойти все острые углы. Или так, или иначе мы все равно сделаем, чтобы и овцы целы, и волки сыты, а главное, чтобы вам было хорошо. По карте сила – это большие возможности. По карте сила мы правильно общаемся с окружающими, правильно выстраиваем отношения, как в вашей семье, как в вашей паре, как с вашими родственниками. Хотя у каждого ведь какая-то своя может быть ситуация, тем более с учетом колеса фортуны. Эта карта еще и мужества, безусловно, стойкости и верности своим принципам, и надежности, безусловно. Но где-то уравновешивать свои энергии нам придется все-таки. Вот этот лев, он всегда идет как прообраз нашего эго, и эмоции нам не должны помешать. Может быть и так. Давайте мы, ну вообще, конечно, прекрасная позиция. В вашей паре только все улучшается со знаком плюс и продолжается. И если мы посмотрим вообще по тем картам, которые набирают словно темп, мы точнее набираем темп, то, мои дорогие тельцы, за вами, за вашими планами как будто будет следовать ваша семья или ваш партнер, будут разделять, потому что, скорее всего, они будут видеть, что у вас сейчас какой-то перспективный период, или им будет интересно, а что вы еще, вот как будто создадите, сделаете. Я не могу сказать, что здесь будет только ограничиваться личной жизнью. Нет, все-таки карта силы – это многогранная карта, поэтому ваши личные какие-то способности, возможности, они в целом делают вашу жизнь более насыщенной, более вдохновленной, какие-то новые интересы появятся, ну и, безусловно, ваша сильная позиция. Давайте для тех, кто в сложных отношениях, достанем карту. Рыцарь мечей. Захочется правды, захочется расставить все по местам и сказать, что мы сможем примириться, я не могу по этой карте, правда, мои дорогие тельцы. Для тех, у кого, наверное, было утрачено это самое взаимопонимание, по рыцарю мечей хочется докопаться до правды, до сути. Не хочется обманываться. Вот же в чем дело. Хорошо. Давайте мы достанем еще одну карту. Как совет. Хорошо, если, допустим, утрачено взаимопонимание, что нам посоветуют карты? И продолжает то же самое паш мечей. Ты должен узнать какую-то правду. Должен или должна. Это как будто для вас лично будет важно. Хотя для кого-то из вас, с учетом пажа мечей, это какая-то, знаете, новость или известие может послужить катализатором в ваших отношениях. И если они прежде были уже, ну, так себе, это может, как, знаете, то, что было словно за кулисами скрыто, то, что вы умалчивали, не обостряли какой-то конфликт. Вот здесь все равно может выйти наружу. Хорошо. А чем тогда это завершится? Каковы тенденции? Девятка чаш. Вы знаете, закончится все тем, что для кого-то может быть. Если по девятке чаш, это у нас вообще благополучие, изобилие, процветание. Поэтому я могу сказать так. Кто-то просто уйдет с головой в работу или в какие-то собственные достижения. Для кого-то это карта самореализации в первую очередь. И вы останетесь довольны тем, что первое, даже если будут новости со знаком минус, значит, вы будете довольны тем, что какая-то обстановка прояснилась. Теперь уже у меня нет какой-то двойственности, и закончились какие-то эмоциональные качели. Благодаря этому высвободится больше энергии, возможностей, и вы даже ни одной минуты не горюя переключитесь на какую-то сферу, которая больше ваших собственных достижений, вы все равно останетесь довольны.
стороны, понимаете? У каждого здесь как-то по-своему. А может быть, вот эти две мечевые карты, мои дорогие тельцы, могут как раз, даже и не все мечевые, если мы возьмем еще и семерку чаш, переложим на другие колоды, говорим иллюзорный успех или иллюзии какие-то, они вот как раз заканчиваются с тем, что приходит какая-то новость, или мы узнаем эту новость каким-то образом. Иногда это, знаете, может начаться правда с какой-то сплетни или случайно услышанной информации, но дело в том, что нам обязательно захочется проверить, и мы что-то проверяем и окончательно в чем-то ставим точку. Ну, так или иначе, что нас будет радовать, чем завершится? Видимо, у вас настолько много каких-то интересов будет или возможности к самореализации, что телец так или иначе выходит даже из каких-то треугольников, четырехугольников практически победителем, ни одной минуты не сожалея о том, что он принял данное решение, причем, да, с учетом тройки мечей, может себя еще и похвалить за то, что не затянул какую-то ситуацию и дважды остался доволен, куда-то не потратился. Одним словом, все равно, как ни крути, ваша сильная позиция. Хоть на семью, хоть на сложные отношения. Хорошо, давайте посмотрим для тех, которые один или одна. Что для вас зима? Рождество, Новый год. Мы всегда грезим, что будет праздник, правда? Хочется его. Так вот, что для тех, кто один или одна? Рыцарь чаш. Вы знаете, мы можем случайно познакомиться с человеком, который нас может заинтересовать тем, что если вот в вашей жизни все упорядочено, то в его жизни не упорядочено ничего. Правда. Вот я надеюсь, это видно, нам показана странная фигура молодого человека, который как будто пожимает плечами, и вот в лице такой как бы ответ: да я не знаю. И по какой-то причине чаша у него стоит на голове. То есть по-дурацки, что-то нелепое. Вот мы можем познакомиться с таким человеком, который, ну, где-то не без этого. Эмоции какие-то он вроде бы умеет дарить. Но посмотрите, насколько холодная карта. За этим ничего не стоит. За ним самим ничего не стоит. Ни практичности, ни продолжения, ни, ну, каких-то реальностей. А здесь вот, да я не знаю. Понимаете, вот если, я бы сказала так, если нам судьба как будто в этот период дает какие-то знакомства, будьте аккуратны. Хорошо, давайте мы совет спросим, и что делать с таким предложением? Знаете, не теряйте самообладание, и вот все равно королева жезлов, вы как будто не должны забывать то, что лично для вас важно. Может быть, какое-то саморазвитие или какая-то у вас все равно должна быть идея по императрице. Королева жезлов, она живет своими интересами. Она в первую очередь себя ставит на пьедестал, а потом какие-то там иллюзии, возможности, сладкие речи. То есть все равно нам говорят о том, что мы как будто силу можем черпать сами в себе. И если даже эмоциональная сфера где-то у нас проигрывает, и какая-то история случается со знаком минус, то тогда вот в этой сфере убывает, а в сфере дела, работа, бизнес, финансы, здесь как будто перед нами как раз перспективное время и возможности. Переключись как будто на что-то другое, чтобы тебя где-то, ну, словно не затянула ситуация та, которая сама по себе не будет иметь какого-то продолжения. Вот такое может быть мимолетное знакомство, как будто ни о чем. Давайте спросим неожиданности. Четверка мечей. Будьте аккуратны к самому себе, к своему состоянию здоровья. И, в принципе, не будет неожиданности, если никуда не торопимся. Если будем уделять внимание отдыху, режим где-то правильно распланируем, труда и отдыха. По этой карте очень хорошо идут, как знаете, медитация, исцеление, сам по себе отдых и восстановление сил. В неожиданностях, дай бог, мои дорогие тельцы, вы люди очень трудолюбивые. У вас предоставится возможность отдохнуть. Может быть, у кого-то куда-то поехать, да, я не говорю, что это будет какая-то, ну, к примеру, санаторная программа или профилактики, хотя и такое может быть. Может быть, просто
поездка, сменить место жительства, переключить мысли, пусть на короткий срок, переключить мысли куда-то в другую область, плоскость. Вам будет очень важно отдохнуть. Но если мы этого не сделаем, иногда по четверке мечей нам говорят, что словно накопившаяся усталость нас может где-то выбить из колеи, и тогда недомогание нас может уложить в постель. Для вас будет очень важно режим как и труда, и отдыха, повторяюсь, так и в принципе внимание к собственной душе и к собственному телу. Не загоняйте себя. Императрица умеет о себе беспокоиться, и ее здоровье для нее тоже будет важно. Выпали нам две карты, которые, кстати, хотела перемешать, но уж что выпало, то выпало, раз не удержала. Вот смотрите, у кого-то, ну, для какой-то сферы жизни нам что-то хотят подсказать. И смотрите, что интересно. Вам еще раз выпадает императрица, как будто действительно обновление вашего «я». Какая-то история, может быть, по четверке мечей, когда вы долго болели, или состояние после травмы, или состояние, когда то, что произошло, оно уже было, но какой-то процесс реабилитации как будто необходим для того, чтобы вы вернулись на круги своя и даже еще в более высокий статус. И даже если вы как бы наполнились этой самой силой, вдохновением, какой-то самореализацией приступили, и посмотрите, нам выпадает карта 13-го аркана, карта смерти, но здесь не про смерть, здесь про трансформацию. И вот как раз нам карта и говорит о том, что ну, она такая темноватая, и лошадь как будто бредет, одинокая, по дороге зимней, темной, мрачной. По бокам стоят два дерева, и зимой они как будто безжизненны. И карта нам это говорит. Это только зимой деревья безжизненны, наступает весна, и все зацветет у тебя заново. Вот такой замечательный смысл по этой карте, поэтому как будто оставляйте прошлое в прошлом. Оставьте, наверное, в 2023 году с последними днями декабря какие-то свои проблемы, заботы, повернитесь. Знаете, начните с того, что обратите на себя внимание. Это будет дважды важно, с учетом, что вот так вот дважды перевернулась карта императрицы. Я думаю, для всех без исключения тельцов, как и для девушек, так и для мужчин, уделить внимание. В принципе, чтобы, знаете, бодрость духа, хорошее настроение было, чтобы вот эти зимние деревья весной заново зацвели, чтобы случилась эта самая трансформация с полной реализацией, с другим качеством жизни. Видимо, для вас это будет важно. Ладно, давайте мы с вами спросим, а какие приятности по карте Луна? По карте Луна две фигуры, а между ними словно вдалеке Луна. И неспокойная вода, как будто море, да, бушует. И что нам говорят? Ты как будто стоишь на пороге, и у тебя два выхода. Для кого-то буквально обстановка, в которой вы находитесь, меня смотрят люди из разных стран. Она может быть не только непонятная, а где-то может включать и опасность. И из этой обстановки мы как будто можем сбежать. Вот в этой карте, колоде карт, есть такое, что если тебя что-то пугает, если ты не хочешь, чтобы тебя как будто что-то поглотило, выходи резко из этого состояния. Это может быть эмоциональное состояние, когда просто нужно что-то прекратить. И есть в этой карте безусловная философия. Если ты хочешь какого-то нового вида свободы, ты можешь и не боишься, у тебя достаточно мужества, ты можешь в эту пучину нырнуть и двигаться по направлению к неизведанному, к Луне. Но карта нам не говорит, чем это все закончится. Много непонятного. Сейчас какая-то обстановка еще пока не ясна. Поэтому вы будете решать, что-то продолжать или с чем-то, в чем-то ставить точку. Но это в позиции, что нас радует. Значит, может быть, прежние какие-то турбулентности или тысячи неопределенностей, они как раз уходят. Или вы конкретно себя, вот я вот тут где-то по личной жизни об этом говорила, и по финансам говорила, когда вы себя похвалите за то, что вы вышли из какой-то истории, или из каких-то обязательств, или
когда, может быть, вы кому-то сказали и нет, а кто-то и сказал да, приняли однозначное решение или сделали какой-то выбор. Вот это будет для вас приятностями. В том плане, что какая-то, ну, если не проблема, то тот вопрос, который вы не могли прежде однозначно определиться. Вот здесь все тайное становится явным. Давайте я все-таки посмотрю. Перемешивала карты. Что для вас еще это означает? Потому что по карте Луна все же... Луна, ничего не понятно. Что вас будет радовать, мои дорогие тельцы? Эмоции. И вы знаете, какое-то ожидание. Вы куда-то не будете торопиться. По королеве чаш. Кто-то из вас может себе сказать спасибо, что я как будто предвидела. И были, может быть, сомнения или предвидел. Вы можете убедиться, что ваша интуиция работает на 1000%, но вы как будто сами себя сбивали с этих настроек. По королеве чаш может радовать еще ваш адрес, может быть, вашего партнера, ну, какие-то проявления нежности, безусловно, потому что часто по чашам это идут наши близкие. Вас может также какое-то рыцарство, романтика, может быть, новые отношения, нам уже сказали, да, рыцарь чаш, но это ненадолго, ну, кто знает, может быть, какой-то эпизод кого-то будет радовать, или, в принципе, какие-то приятные эмоции вас будут радовать, что-то у вас получается. Давайте, а что еще? Шестерка монет, ну и деньги будут радовать. Поэтому деньги нам уже сказали, финансовое благополучие, как будто у нас в порядке, раз. Но мы это, кстати, сохраняем. Посмотрите, у нас здесь как будто обвязаны монеты. Ну и если мы говорим про королеву чаш, приятные эмоции, когда словно королева смотрит в эту водную гладь и знает наперед все, как случится в последующем. Но она умеет принимать события вот этого момента и радоваться этому моменту. Видимо, ну, где-то жить одним днем в плане эмоций, не строя грандиозных планов. А грандиозные планы это будут больше касаться благополучия. А для кого-то даже мелкий какой-то роман, недолгий. Неважно, кто меня смотрит, мужчины или женщины, вас может вдохновить, почему нет. Давайте карту совет, король мечей. Ну, все видеть по факту, безусловно. Не нарушать где-то закон, действовать по традициям. Есть возможности в течение зимы согласовать много документов, подписать, причем разного уровня сложностей. У кого-то переезд, у кого-то сами по себе оформление недвижимости, у кого-то, может быть, вопросы с транспортным средством, у кого-то вопросы в суде. Иногда и так бывает. Все зависит по личной жизни. Но по какую сторону вы, в какой плоскости находятся ваши отношения. Либо мы завершаем, либо мы продолжаем. Кто-то из вас, правда, и по здоровью может что-то расставлять по местам, обращаясь к специалистам, к врачам, улучшая что-то. Мы можем реструктурировать что-то дома. По королю мечей идут у нас еще узкие специалисты или люди, работающие с металлом. С другой стороны, мы уважаем систему иерархии, мы не идем против закона. Нужно все перепроверять. Мы не можем пустить что-то на самотек. По королю мечей нам говорят логика, рационализм и умение видеть, что же есть на самом деле. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.